Привет, друзья! Мы едем в национальный парк Тара на запад Сербии. У нас 2,5 дня, чтобы: первое, прокатиться на музейном поезде «Шарганская восьмерка», заехать на обзорную Соколовица. Второе, дойти до края Тары на горе Звезда. И третье, посетить обзорную с открытки Баньскую стену. Поэтому обязательно смотрите, ставьте лайк, подписывайтесь и поехали! Итак, день первый. Из Ниши до станции Мокрая Гора, откуда отправляется поезд «Ностальгия», по навигатору 4 часа езды. Мы выезжаем с запасом в 5 часов утра. Хотим успеть на рейс в 10:30. Атмосфера, конечно, невероятная, как будто попадаешь в прошлое, лет так на 100 назад. Покупаем билет. Детский билет с 6 до 14 лет 600 динар, взрослый 1200. Ссылка на официальный сайт с ценами будет под видео. Внимание, на билетах указан вагон. Мы намеренно спланировали ехать среди недели, потому что очень много желающих. Поэтому приезжайте заблаговременно, чтобы занять места. Каков маршрут? Поезд движется от станции Мокрая Гора до станции Шарган-Витаси 15,5 километров без остановки. Примерно 35-40 минут. Сейчас это настоящий аттракцион. Ведь можно прокатиться стоя между вагонами или ловя ветер руками из окна. Но изначально его цель была другая. Окунемся немного в историю. История строительства сегодняшней железной дороги началась в 1902 году, когда австро-венгерские власти начали строительство узкоколейки из Сараева в Добрун, а сербские власти с противоположной стороны в 1907 году начали строительство дороги Сталач-Ужице-Вардиште. К 1912 году успели построить часть до Ужица, когда начались сначала Первая Балканская война, а потом и Первая мировая. Сербия была оккупирована. В 1916 году оккупационные власти продолжили строительство дороги. Вы видите фотографии того времени. Строительство шло успешно до подножья Шаргана. Дальше должны были прорыть самый большой туннель под холмом Будим, но произошла трагедия. В нем произошло обрушение породы и была погребена целая смена из 200 человек. Пострадали русские и итальянские военнопленные. Небольшое отступление. В 2011 году в Яторице, в Мокрой Горе, была освящена русская мемориальная часовня святого Андрея Первозванного. Она посвящена погибшим русским и итальянским военнопленным, а также строителям из России, участвовавшим в строительстве дороги в 1921-1925 годов. Если бы я знала об этом заранее, мы бы обязательно туда зашли. Локация будет под видео. После трагедии работы были приостановлены. Строительство восстановилось после завершения войны в 1919 году.
Шарган был сложным участком, большой перепад высот, инженеры ломали голову. Тогда же и пришло решение в виде теперь уже знаменитой «восьмерки». Железная дорога введена в эксплуатацию 25 января 1925 года, то есть ей сейчас 100 лет. Поезд курсировал по железной дороге ровно 49 лет и 25 дней до 1974 года. От Ужицы через Шарганский перевал в сторону Вышеграда и далее в сторону моря и Дубровника. Как туристический объект, железная дорога направлением Мокра-Гора-Шарган-Витаси-Мокра-Гора заработала в 2003 году, а в 2011 году заработала направление Мокра-Гора-Вышеград-Мокра-Гора. Станция Шарган-Витаси. Здесь переставляют тепловоз, последний вагон становится первым. Остановка 15 минут. Дети побежали за мороженым, а Данил познакомился с машинистом. На всем протяжении от Ужицы до Вышеграда эта станция находится на самой высокой точке – 810 метров над уровнем моря. Тепловоз произведен в Будапеште, в Румынии, в 80-х годах прошлого века. А некогда здесь ходили паровозы 83-й серии. Паровозы этой серии производились заводами Краус и Мавак. Эта колея 76 мм так и называется – Боснийской колеей, даже в Австрии, где также было много таких дорог. А началось с Берлинского конгресса 1878 года, по которому Австро-Венгрии было разрешено оккупировать и управлять Боснией вместо Турции. Для передвижения и снабжения войск была построена первая узкоколейка, ну и дальше больше. К началу 20 века сеть дорог превысила 1000 километров. А в простонаречии на всей территории бывшей Югославии узкоколейку называют Чиро. Теперь поезд едет с остановками, но сначала самый длинный тоннель 1667 метров. Всего на маршруте 20 тоннелей общей протяженностью 5,4 километра. Короткая остановка Кырст. Здесь открывается вид на 2 тоннеля. Сейчас будет лайфхак. Вы можете выйти на этой остановке и пешочком прогуляться по лесу через обзорную до следующей станции. Времени хватит. Так сделали знающие люди, а мы им позавидовали. Станция Ятаре. Самая продолжительная остановка здесь 25 минут, чтобы успеть посидеть в кафе, сходить на обзорную и полюбоваться водопадом.
никогда не была станцией. На ней не было продано ни одного билета. Здесь была стоянка локомотивов, толкавших поезда, потому что от этой станции до станции Шарган-Витаси самый большой уклон – 18 промилле. А мы продолжаем любоваться вагонами, выпущенными 100 лет назад в Бреслау, в Польше, и бережно отреставрированными и обновленными в Смедрево, в Сербии. Все, что находится в вагонах, является экспонатами и имеет свой номер. Особенно мне понравился ресторан. Станция Голубичи. Короткая остановка 5 минут. Эту станцию построил специально для фильма «Жизнь как чудо» и поселил своих главных героев известный сербский режиссер Эмир Кустурица. Эта машина – достопримечательность. Она участвовала в съемках, и даже тогда ее состояние не было идеальным. Здесь же живописная обзорная. Короткая остановка «Лютый камень». Его называют и безумный камень, и камень мудрости. Много легенд ходят вокруг него. Все касательно того, что он исполняет любовные желания. Благодаря ему состоялось огромное количество помолвок и свадеб. У кого-то родился ребенок благодаря ему. Прикоснуться к нему можно только один раз, иначе желания могут перейти в негативную сторону. Итак, мы вернулись. Станция Мокра-Гора. В этих домиках можно остановиться и утром никуда не торопиться. В интернете написано, интерьер там выполнен в железнодорожном стиле. Мы зашли в уютное кафе. Нет, думаю, это ресторан. Особо не разгуляешься, цены нам показались высоковатыми, но мы решили немного охладиться. Все-таки в это время уже жарковато. Мы с Данилом едим блинчики, а Айдар – шопский салат. Путешествие к Шарганской восьмерке можно совместить с прогулкой в кинодеревне Дервинград знаменитого режиссера Эмира Кустурицы. Это здесь же недалеко, но у нас сегодня по плану Тара и обзорная Соколарица, поэтому мы едем дальше. До нужного места едем примерно 45 минут. На пути нас ждет служба национального парка, которая взимает плату за посещение. 300 динар с машины за один день пребывания. Подъехали к Видиковацу. Соколарица. Дело в том, что когда мы поедем дальше по Таре, то мы будем совсем в другой стороне. И пешком до этого Видиковаца, до этой обзорной никак не дойдем, поэтому решили доехать на машине. Пахнет просто фантастически.
Ночевать мы будем в другой части Тары, поэтому сюда мы не можем дойти пешком, но наслышаны о красоте этих мест, поэтому не могли не посетить. Мы находимся на высоте 993 метров над уровнем моря. Здесь несколько обзорных. Повстречали безногую ящерицу. Перед нами живописный каньон реки Рача, в котором растет первобытный горный буковый лес, а также леса, богатые пихтой европейской, елью, черной сосной и можжевельником. Волшебное место, очень красиво. И по моему скромному мнению, это обзорная не хуже и, возможно, даже лучше попсовой обзорной Баньска стена. А мы едем дальше в сторону небольшого городка Байна Башта. Он стоит прямо на реке Дрина, и для тех, кто собирается посетить Тару, это хорошее место для того, чтобы снять дом. Здесь, недалеко от Байны Башты, можно посмотреть на реку Врелу, самую короткую реку в Европе, длиной 365 метров, которую также называют Годом. А мы решили посмотреть на домик на Дрине. Этот домик зародился в 1968 году, когда компания мальчишек построила на скале небольшую постройку для отдыха из досок от снесенного неподалеку сарая. Той же осенью разлившаяся Дрина снесла этот домик, но идея всем понравилась. В следующем году построили первый полноценный домик. Материал доставляли на лодках и байдарках, а крупные материалы пускали по воде выше по течению, а потом вылавливали и ставили на скалу. Это место было местом отдыха молодых людей, которые начинали свои первые плавания на байдарках. Здесь же и зародилась идея образования клуба байдарок в Байна-Баште. А теперь ежегодно в июле проходит регата Дрина. Домик, насколько я помню, 8 раз сносился стихией, но его восстанавливали. И вот уже много лет он является визитной карточкой, достопримечательностью этого места. Мы едем дальше и не могли не остановиться и посмотреть на эту махину – ГЭС на реке Дрина, построенную в 1966 году. Река перекрыта бетонной плотиной высотой 90,5 метров и длиной 460 метров. Она образует озеро Перучац длиной 52 километра и простирается до Вышеграда. Большая часть озера проходит через каньон Дрины, который имеет длину 36 километров, а высота скал в некоторых местах достигает более 1000 метров.
Пора готовиться к ночевке. Едем дальше. Мы остановимся в горном приюте Растиште. Едем по невероятно красивому каньону реки Дервента. Приют расположен в здании бывшей школы в селе Седалька. Построено оно в 1933 году. Так как мы со своей палаткой, то остановимся на площадке здесь же, перед ним. В нашем распоряжении душ, туалет и холодильник внутри. И беседка снаружи. В беседке можно зарядить телефон, можно воспользоваться мангалом. Есть нюанс. Когда я готовилась, я написала администрации в надежде забронировать на 3 человек. Нам сказали, это возможно, если в этот день будет уже большая группа и будет открыто. Только на 3 человек бронь невозможно. Но поставить палатку, если все закрыто, не проблема. Вода снаружи есть. Поэтому мы ехали сюда, не зная, будет ли открыто или нет. Нам повезло. Но в любом случае это нацпарк. И поэтому лучше поставить палатку здесь, чем где-то в лесу. Ссылка на официальный сайт будет под видео. Вот и закончился первый день. День второй. Сегодня мы направляемся в самую отдаленную часть Тары, мало посещаемую и наиболее сохранившуюся в состоянии дикости. И ощутим эту неприступную дивлину, как говорят сербы, на 200%. Наш маршрут начинается от пункта под названием Предов Крст. Едем буквально 20 минут. Воды. Первая гадючка. Невероятно огромный полевой сверчок. Этот район называется Высокой Тарой. Отделяется эта часть от равной Тары каньоном реки Дервента, по которому мы вчера ехали к приюту. И здесь находится гора Звезда. Это заповедник, убежище для редких видов растений и животных. Животных не увидели, конечно, а растения действительно интересные, в том числе эндемик ель панчича. Первые и последние люди за сегодняшний день. Самая высокая вершина горы Звезда называется Велики Столац, 1673 метра. Но она в Боснии, а в Сербии это вершина Козий Рит, 1591 метр. А мы идем на самый край Тары. Вершина называется Великий край, 1347 метров. Это самое острие, выступающий рог каньона. Изгиб реки имеет в этом месте звездообразную форму. К сожалению, на месте этого не видно, если у вас нет дрона. Но есть фото, посмотрите, как это острие звезды смотрится с противоположной стороны. Правда, впечатляюще?
И здесь самый высокий вертикальный каньон на реке. Он так и называется – Звезда. Уже осталось 3 километра до Великого края. Медведей пока нет. Место действительно малопроходимое. Мы шли точно по маршруту, указанному на официальном сайте парка. Но в итоге забрели в непролазный лес. Все заросло, ничего не видно, ни тропы, ни точек. Идти не было возможности. Я была расстроена, что в наш единственный полный день на таре выбрала неудачный маршрут. Параллельно туристическому маршруту идет дорога для доставки дров. Мы решили, что вернемся и пойдем по ней. Насладились ягодами, они были просто дарами Бога. Дальше идти было очень тяжело под палящим солнцем. Деревьев почти нет. Воды оставалось не очень много, мы экономили. Именно здесь ты понимаешь ценность воды, и в тот момент ничего вкуснее воды, кажется, вообще не существует. Это настоящая перезагрузка для человека, живущего в современном, комфортном, доступном мире. Мы практически до самого конца шли и не знали, дойдем ли мы до нужной точки или нет. Дорога заросла прилично. Как говорят сербы, тропа не уреджена. Очень плохая тропа сюда. Точки вообще еле видно. Мы думали, что нам придется повернуть обратно, но мы пока идем. Осталось, наверное, меньше километра. Мы нормально, носком помыть. Я тоже носком. Вы когда-нибудь видели край Тары? Смотрите. Мы пришли. Деревьев очень много. Не могу сказать, что есть огромное обзорное. Указано, что есть обзорное еще дальше, но мы туда уже по времени не успевали. Уже 4 часа дня. Мы шли до этой точки 13 километров. А нам еще обратно. Накрутили лишних 2 километра. В этот день прошли 24. В Предовкерст к машине подошли в 8 вечера. Из моих рекомендаций, куда бы я сходила, если бы был еще один день, или как альтернативу Великого края, это Белешки скалы на высоте 1225 метров. В эту же сторону, где мы были только чуть ближе, 6 километров от Предовкерст. И там можно пойти еще дальше 3 километра до обзорной Дарле на высоте 1310 метров. Прикольно сделано. Ужин наш довольно-таки скромен. Лапша быстрого приготовления, куриная грудка. Сил на что-то более интересное в этот день уже не хватило. Нормально? Нет. Вот и закончился второй день. День третий. О, какая смешная! Убирая палатку, Айдар нашел это чудо природы. Насекомое называется медведка.
Передняя пара конечностей не уступает передним конечностям кротов. Отсюда же происходит латинское название Грилла талпа, означает сверчок-крот. Посмотрите, какие там зубцы. Они предназначены для рытья нор. В отличие от сверчков и кузнечиков, задние ноги не предназначены для прыжков. Почти все время проводят под землей, являются вредителями. Так как у нас сегодня совсем мало времени, нужно до 4 вернуться в Ниш. Нас ждет совсем короткий маршрут на популярнейшее место, обзорную с открытки. Это Баньская стена. Доедем на машине и немного прогуляемся. В 8 утра здесь никого нет. Идеальное время для посещения. Земля здесь гладкая, как паркет. Обзорная площадка находится на высоте 1065 метров. Название Баньская стена происходит от баньского врела, целебного источника, который находился под обзорной. На таких источниках в Сербии строят бани, бальнеологические курорты. После строительства плотины и образования озера Перучац он был затоплен. Стена – это скала. А еще под обзорной на реке была песчаная отмель, где в XIX веке заготавливали древесные плоты для доставки, транспортировки древесины в Белград и другие города. В такой ранний час нам удалось увидеть серн воочию. Интересно, что мы в русском языке их называем сернами, а сербы их называют дивокозами. Ну, как видите, они действительно похожи на коз. А сернами сербы называют другое животное, которое мы называем косулей. И даже в таком людном месте, приехав пораньше, можно застать диких животных. Без чашечки чая, приготовленного из чабреца, собранного на краю тары, и ароматной бузины, уехать, конечно же, мы не можем. Поэтому пьем чай и в путь. Все треки на таре я собрала в конце видео. Спасибо за просмотр. Мне будет очень приятно увидеть какой-нибудь комментарий, если видео вам понравилось. До встречи в горах. Чао!